Главная цель сегодняшнего дайвинга – это погружение на затонувший корабль «Париж-2». Я вам покажу и расскажу, как происходит весь этот нырятельный процесс в Турции, именно в Кемере. Жду сейчас трансфер, который меня отвезет в порт Кемер. Там мы погружаемся на специальный дайверский кораблик и плывем в море. С собой беру, естественно, сертификации, свои карточки, своя трубка-маска, свои ласты и боты. Все остальное мне дадут на кораблике. Скажу сразу, не стоит себя обнадеживать и питать какие-либо иллюзии по поводу дайвинга в Кемере. В организации тут полный бардак, а прокатное оборудование, если не в плачевном, то в очень плохом состоянии. Ну да ладно, как говорится, Нептун с ними. Среди худшего оборудования выбираю лучшее и ныряю на Париж-2, который, между прочим, лежит на глубине 30 метров всего в 500 метрах от порта. Поэтому сертифицированные адванс-дайверы после отчаливания от причала собирают оборудование, надевают костюмы и по прибытию на дайв-сайт сразу начинает погружение. По спусковому канату опускаемся на нос затонувшего корабля, который находится на глубине 18 метров, и по правому борту плывем в сторону кормы, которая опустилась на глубину 30 метров. Судно лежит на песчаном дне Анталийской бухты, воды которой не отличаются прозрачностью. Поэтому вполне возможно, когда вы будете нырять, прозрака будет недостаточно и на корму вы не попадете. Такое бывает редко, но бывает, все зависит от течения. Несмотря на то, что корабль «Париж-2» находится совсем рядом с Кемером и затонул еще в эпоху Первой мировой войны, дайверы обнаружили место потопления только в 1995 году. И сюда сразу хлынули дайверы со всего мира. На сегодняшний день такого ажиотажа уже, конечно же, нет. «Париж-2» сошел на воду во Франции в 1913 году. Его длина 65 метров, а вес 550 тонн. Изначально это был рыболовный корабль, а из-за войны его переквалифицировали в военно-транспортное судно, на вооружении которого было 6 зенитных орудий и 2 торпедных аппарата. В 1917 году, получив более 60 пробоин в результате артиллерийского огня, судно затонуло. Нам повезло и с течением, и с прозраком, который вот в таком виде, в котором вы его сейчас видите, в данной местности на глубине 30 метров считается хорошим, поэтому мы и доплыли до кормы. Там внизу винты, которые на камеру не видно, но они там есть, я видел. А дальше мы плывем в сторону носовой части по правому борту. По пути заплываем вовнутрь корабля. В целом корабль сохранился неплохо, и мне было интересно. Я видел и капитанский мостик, и винты, и плитку из душевой комнаты, боеприпасы, пробоины. И, естественно, обязательный элемент, на фоне которого нужно себя запечатлеть, это название корабля с 2 звездочками. Вообще, погружение на затонувшие корабли – это нечто особенное, поэтому если есть хоть какая-нибудь возможность занырнуть хоть на какой-нибудь подводный объект, я это делаю обязательно. Стоимость погружения через уличного туроператора $40 2 дайва. Это был первый дайв, который мы завершаем на носу затонувшего корабля «Париж-2» и совершаем всплытие по спусковому канату с обязательной остановкой безопасности. На поверхности меня встречает Анна, она тоже сертифицированный дайвер, но из-за проблем с ушами уже несколько лет не ныряет. Ее пребывание на корабле стоит $20. Мы поднимаемся на борт корабля и отправляемся к месту второго дайва, бухта-аквариум Кириш, по пути к которой есть на что посмотреть. Скалы, пещеры, и все это хочется фотографировать и фотографировать, настолько тут красиво. По прибытии в живописную бухту-аквариум начинается подготовка к погружению. Тут ныряют новички, пробники и сертифицированные дайверы, которые быстро собирают свое снаряжение и уходят на дно. Аня же уходит в плавание с трубкой с маской, а ласты берет из арсенала на корабле. К слову сказать, в этой бухте я уже нырял 7 лет назад в конце октября. Народу было намного меньше, сейчас сезон, народу много со всеми вытекающими. Именно в этой бухте 7 лет назад я научился под водой запускать такие круги. Максимальная глубина погружения в этой бухте для сертифицированных дайверов 12 метров, и в целом тут хорошая нырялка для open water не больше. Пока мы ползаем по дну, изучая подводные пещеры, Аня изучает надводные пещеры. Когда я вернулся из дайва, я увидел на лице своей супруги восторг, и тут я успокоился. $20 окупились эмоциями жены. В этой же бухте нас покормили, и корабль взял курс на порт, но, к нашему удивлению, недалеко от порта мы совершили еще одну остановку. Оказывается, это было место второго погружения новичков и пробников. Мы с Аней ушли в снорклинг и, в общем-то, тоже получили удовольствие, но долго тут не поплаваешь. Дно однообразно и скучновато. И тут я вспомнил, что я еще и фридайвер. Максимальная глубина, которую я взял на одном дыхании, 20 метров, поэтому отплыл чуть подальше и понырял на 5-метровую глубину. Потом мы еще долго ждали, пока отныряют все пробники, и только после этого поплыли в порт.
Некоторые из дайверов начали возмущаться, почему так долго, о таком их не предупреждали. Но тут возмущайся, не возмущайся, из корабля никуда не денешься. После того, как корабль причалил, нас пересадили в трансфер и отвезли в отель. В Турции на дайвинг ездить в принципе можно, но тут такое раздолбайство, что нужно контролировать все. Заказал ты этот затонувший корабль на 32 метрах, проконтролируй, точно ли твой корабль туда плывет. Если информация была полезной, ставь лайк. Если нырял в этих местах, напиши в комментариях, где именно и какой был опыт. На этом у меня все. С вами был Бонифаций Аквалангист. А в следующем видеоролике я вам расскажу, что такое индивидуальная прогулка на катере в окрестностях Кемера. Bye.